Давайте продолжим говорить об истоках и истории астрологии. В прошлом видео мы оставили Древний Египет прямо перед тем, как к нему пришел Александр Македонский, или, как у нас говорят, Александр the Great. Это было в IV веке до нашей эры. Александр Македонский был очень образованным молодым человеком. Его гувернером и учителем был на минуточку сам Аристотель. И даже во время похода Александр собирал образцы каких-то новых растений, которых он до этого не встречал, или остатков животных, кожи, кости, что-нибудь, и посылал домой, чтобы Аристотель мог изучать. Исторически сложилось очень-очень счастливое время для науки, культуры и философии. Иногда в истории так бывает, хотя мы уже какое-то время этого, к сожалению, не видели. Александр принес на берега Нила богатую культуру, науку и философию, которая была уже развита в Греции, и создал город Александрия Египетская. Там сложились, очень счастливо для астрономии и астрологии, сложилась уже математика и картография Вавилона и Египта. У них уже было 12 знаков зодиака, у них уже была способность рассчитывать положение планет, то, что мы сегодня называем эфемерис. И когда пришли греки, а греки, их логос не мог мириться просто с мифами. Они сказали: подождите, если космос – это такая разумная, интересная, упорядоченная система, а, кстати, слово «космос» означает «красота». Красота в смысле порядок и симметрия, которые красивы. Это слово лежит в основе слов косметика и косметология. Да? И когда мы пользуемся косметикой, мы действительно приводим себя в порядок, делаемся более симметричными и правильными. И греки сказали: а где же в этом наше место? Что это для нас? Что это делает для нас тогда? И в то время астрономия и астрология очень хорошо уживались, потому что астрономия означала звезды и астрон – звезды, и номос – законы. А астрология означала звезды и логос. Логос – это смысл, нарратив, история, meanings. И те же самые люди ночью изучали ночное небо и занимались астрономией, а днем принимали клиентов и рассказывали им, как движение небесных тел может предсказать или отразиться на их жизни. После смерти Александра Македонского была создана эта знаменитая Александрийская библиотека. Ее поддерживали, оплачивали, вернее, ученых там, которые занимались наукой, оплачивали, финансировали буквально греческие цари, Птоломеи. Мы думаем, что эта библиотека – это просто как бы такая большая комната, где собрано много свитков и книг в той форме, в которой они были. Но на самом деле это была часть большого комплекса, такого первого в мире университетского кампуса, который назывался Музеон, храм Муз. Вот на иврите музей – это, по-моему, тоже музеон. И там действительно работали ученые и действительно очень хорошо развивали науку. Во II веке до нашей эры туда явились римляне. И римляне, на удивление, не разрушили это все дело, а наоборот, очень хорошо абсорбировали. И впоследствии уже Октавиан Август даже принял на себя эти же, как бы, obligation, как сказать,
ну, эти обязательства и продолжал оплачивать тоже занятия ученых, продолжал их кормить и поддерживать, и все это спонсировать. Когда римляне пришли, они были поражены состоянием науки и культуры и философии в Греции. Римский поэт Гораций писал: «Плененная Греция взяла в плен своего дикого захватчика и принесла искусство в суровый Лациум». Лациум – это регион, где был заложен City of Rome, Рим там был заложен. Поначалу, правда, римский сенат, он был очень консервативен, и не очень-то ему нравилось это вот греческое чужеродное, как сказать, влияние астрологии. Ему не нравилось, что греки этим занимались, и сенат очень боялся всякой смуты и всяких каких-то непонятных или не подконтрольных ему занятий, особенно ментальных. И в 139 году до нашей эры астрологи, тогда их называли халдеями, были изгнаны с этих территорий, которыми римляне руководили. А вот уже через 100 лет Юлий Цезарь и его элита стали возвращать астрологов и стали с удовольствием с ними консультироваться. Сначала как бы тайком, а постепенно выведя их на свет Божий, и уже это был даже предмет хвастовства, у кого сколько астрологов. После смерти Цезаря Октавиан Август, который победил Марка Антонио и Клеопатру, сам Октавиан Август был приемным сыном Юлия Цезаря. После смерти Цезаря в небе появилась очень яркая комета. И Октавиан Август сказал, что это вознеслась душа Цезаря. Он вообще был такой парень не дурак и очень быстро сообразил, что астрология может очень серьезно использоваться в качестве state-пропаганды, государственной пропаганды. И он понимал, что, имея, во-первых, Египет был полностью в его владении, он мог делать с ним, что хочет. И он понимал, что, имея в своем распоряжении интеллектуальную столицу мира, какой была Александрия Египетская, это очень-очень как бы важно, дает огромное преимущество военной машине Рима. А у них же были планы, походы, всякие дела. Ему очень это нравилось. А еще, что ему очень нравилось, что у него самого в его натальной карте, в его таблице Луна и Солнце были в знаке Козерога. Знак Козерога ассоциируется с властью, с такой вертикалью власти, то, что называется. И он так этим гордился, что он печатал на всех официальных монетах, которые тогда издавались, на счетах воинов и на публичных монументах, он везде чеканил знак Козерога. И как бы им всем говорил: вы видите, я поставлен на властвовать вами самим небом, самими богами. Во II веке уже нашей эры Клавдий Птоломей издал очень-очень важную работу, которая знакома всем, которая стала действительно огромным прорывом. Называлась она «Тетрабиблос». Тетра, потому что это была как бы четверокнижие. Эта работа была в 4 частях. И в ней она была безумно важна, потому что он был ученый, он был астроном, математик, историк, и он поставил, как бы собрал все знания, накопленные еще из Древней Месопотамии, и Египтом, и греками, и поставил это, во-первых, на гораздо более научную основу, как бы на основу физики. Он в ней описывал
планеты, исходя из их температуры и влажности. Он, он не все как бы изобрел, но он систематизировал и formalized все, что к тому моменту было накоплено. Греками были предложены 4 первоэлемента. Разделение знаков зодиака на 4 такие стихии. Огонь, воздух, вода и земля. Позднее, уже в XIX веке, в конце XIX века, эти 4 элемента лягут в основу мастей колод Таро. Они, вернее, масти в колоде Таро были и раньше, но именно в интерпретацию этих мастей. Кроме этого, он формализовал асцендент, потому что когда греки говорили, а где же мы в этом всем красивом мире, это и есть время нашего появления на свет, когда знаки, которые поднимались на восточном горизонте, в момент вашего рождения, то есть буквально во время вашего появления из тьмы на свет Божий. Этот знак и градус, в котором мы родились, называется асцендентом. И вот он уже описал, как это рассчитывать, и описал систему домов гороскопа, которая основывается на том, которая, во-первых, начинается с асцендента, дальше небо поделено, как бы все это на 12 частей, и описал, как эти дома, вот буквально как сферы жизни человека, его физическое, даже внешний вид, состояние здоровья, даже рост, его отношения с матерью и отцом, или, по крайней мере, их положение, его материальное положение, и поэтому можно было предсказывать, что его ждет дальше. И таким образом, как бы он пришел, особенно в книге 3 и 4, они полностью посвящены натальной карте. То есть как бы нашему космическому паспорту. К сожалению, в это время уже римляне начали преследовать астрологов. Все-таки императоры, которые уже приходили после Октавиана Августа, они уже решили, что это нехорошо как-то, что каждый простой человек или политик, или кто угодно может консультироваться с астрологом и предсказывать его смерть или его, может быть, падение, чисто заход его звезды политический. И они начали это дело прикручивать. И позднее, в IV веке нашей эры, когда римляне приняли христианство, они просто уже стали их не изгонять, а просто уже убивать. Работы Птоломея хранили ученые, они их очень бережно там копировали, переписывали и сохраняли. И, к счастью, они выжили, и мы поговорим еще позже, как их спасали и как их переводили. А после этого дела, вот в IV веке и дальше, Римская империя столкнулась с большими трудностями, с гражданскими войнами, с неудачными попытками захватов чужих территорий, с экономическими трудностями, казна пустела. Так и хочется сказать, что все события – это художественный вымысел, и любые совпадения с настоящими событиями, они это чисто совпадения и не имелись в виду. В конце концов, она благополучно распалась. На этом мы сегодня закончим, а в следующем видео я расскажу вам об исламском, расцвете исламской науки и потом уже европейской. Мы придем в средние века Европы и, может быть, когда-нибудь уже закончим историю астрологии. После этого можно уже просто будет заняться фаном. Спасибо большое, что вы слушали. Ставьте комментарии, задавайте вопросы, чтобы мне было легче понять, какие темы вам интересны. До скорых встреч!